Турецкая политическая система давно перестала соответствовать принципам свободной демократии. Власть Эрдогана строится на подавлении оппозиции, использовании силовых структур и создании атмосферы страха среди несогласных. Один из главных инструментов этого режима — репрессии против политических конкурентов. Любой, кто представляет угрозу правящей партии, рискует оказаться за решеткой по сфабрикованным обвинениям. Так произошло и с мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Его популярность росла, а рейтинги приближались к уровню поддержки Эрдогана. Власть не могла допустить такого соперника на выборах. За несколько дней до партийного съезда, где он должен был стать официальным кандидатом в президенты, Имамоглу был задержан. Ему предъявили обвинения в связях с террористическими организациями и коррупцией. Сценарий ареста был предсказуем. Власть неоднократно использовала силовые методы, чтобы избавиться от неугодных политиков перед выборами. Примеров в истории современной Турции предостаточно. В 2016 году лидер курдской партии Селахатин Демирташ был арестован за угрозу национальной безопасности. Он до сих пор находится в тюрьме, несмотря на протесты международного сообщества. Власти действуют по стандартной схеме. Сначала в медиаполе запускается информационная кампания, очерняющая политика. Затем прокуратура возбуждает уголовное дело, и в ускоренном режиме его передают в суд. Приговоры выносятся быстро и без серьезных доказательств. Судебная система давно подконтрольна правительству и принимает решения исключительно в интересах режима. После ареста Имамоглу начались массовые протесты. В крупнейших городах Турции тысячи людей вышли на улицы, требуя освобождения политика и справедливых выборов. Но власть ответила силовыми методами. Полиция разгоняла протестующих с применением дубинок, слезоточивого газа и водометов. Сотни людей были задержаны, а некоторые получили серьезные травмы. Государственные СМИ тут же начали пропагандистскую кампанию. Они называли протестующих заговорщиками, а Имамоглу — угрозой стабильности страны. Такие действия правительства направлены не только на устранение конкретного политика. Они служат предупреждением для всех, кто потенциально может выступить против режима. Политическая оппозиция в Турции практически уничтожена. Лидеры находятся под следствием, активисты в тюрьмах, а гражданское общество подавлено страхом репрессий. Однако подавить протестные настроения полностью невозможно. Чем жестче власть действует, тем сильнее общество осознает масштаб проблемы и необходимость перемен. Арест Имамоглу — это не только попытка убрать сильного конкурента. Это показатель того, что власть больше не готова даже имитировать демократические процессы. Но главный вопрос остается открытым. Готово ли общество к сопротивлению, или Турция окончательно скатится в авторитаризм? В Турции цензура в интернете давно стала инструментом подавления политической активности. Власти используют ее для ограничения доступа к информации, контроля над общественным мнением и нейтрализации оппозиции. После ареста Экрема Имамоглу 19 марта 2025 года крупнейшие интернет-провайдеры страны Терк-Телеком, Терксел и Водафоне ввели ограничения на доступ к социальным сетям. Пользователи столкнулись с проблемами при попытке зайти на X, Twitter, YouTube, TikTok и Instagram. Эти меры были введены под предлогом предотвращения распространения дезинформации, но очевидно, что их настоящая цель — подавление протестной активности и сокрытие правды о происходящем. Как работает интернет-цензура в Турции? Турецкие власти используют передовые технологии слежки и блокировки контента. Главный инструмент — Deep Packet Inspection, DPI, который позволяет анализировать интернет-трафик и избирательно ограничивать доступ к ресурсам. Систему интернет-контроля в Турции начали активно развивать еще в 2014 году,
когда во время коррупционного скандала власти заблокировали Twitter и YouTube. Тогда правительство столкнулось с утечками компрометирующих записей, которые могли нанести ущерб Эрдогану. С тех пор ограничения интернета стали нормой. Власти регулярно блокируют доступ к сайтам и платформам, где распространяются неудобные для режима материалы. Кроме блокировки соцсетей, в Турции замедляют скорость интернета. Это делается для того, чтобы пользователи не могли загружать видео или обмениваться информацией в реальном времени. В 2022 году в Турции вступил в силу закон, позволяющий блокировать любой контент без судебного решения, если он угрожает национальной безопасности или содержит ложную информацию. Фактически, это дало власти право без объяснения причин закрывать оппозиционные и независимые СМИ. VPN под запретом. Смогут ли граждане обойти блокировки? Несмотря на репрессивные меры, турки активно используют VPN для обхода блокировок. В дни протестов число загрузок VPN-сервисов возрастает в несколько раз. Однако власти тоже не стоят на месте. В последние годы правительство внедрило систему мониторинга VPN-соединений. Провайдеры получают указания ограничивать работу популярных обходных сервисов, а некоторые пользователи даже сталкиваются с административными штрафами за их использование. Власти также активно следят за активностью граждан в интернете. За лайки, репосты и комментарии в соцсетях, критикующие власть, пользователи могут столкнуться с уголовным преследованием. В последние 2 года более 16 тысяч человек были арестованы за антигосударственную пропаганду в интернете. Как это влияет на выборы? Информационная изоляция позволяет правительству формировать удобную повестку и подавлять любые протестные настроения. Государственные СМИ полностью подконтрольны властям, а альтернативные источники информации блокируются или запугиваются. На фоне выборов 2025 года турецкие власти усилили давление на независимые новостные агентства. За последние месяцы десятки журналистов были задержаны по обвинению в распространении дезинформации, а редакции оппозиционных изданий подверглись обыскам. Блокировка социальных сетей и жесткий контроль над интернетом создают искусственный информационный вакуум, в котором власти сами формируют реальность для граждан. В официальных новостях нет упоминаний о протестах и насилии со стороны силовиков, вместо этого транслируются заявления о подготовке к перевороту. Но сможет ли Турция полностью контролировать информацию? Несмотря на цифровую цензуру, в эпоху интернета полностью скрыть правду невозможно. Люди все еще находят способы получать независимые новости и распространять информацию через Telegram, зашифрованные чаты и альтернативные сайты. Кроме того, вмешательство в интернет вызывает негативную реакцию в обществе. Многие граждане, которые раньше не интересовались политикой, теперь осознают, что их лишают права на свободу слова и доступ к информации. Полный контроль над цифровым пространством остается главной целью властей Турции, но с каждым годом сопротивление общества только усиливается. Вопрос в том, как долго режим сможет сдерживать нарастающее недовольство. После ареста Экрема Имамоглу и жестокого подавления протестов международное сообщество отреагировало ожидаемо. США, Евросоюз и правозащитные организации выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Турции, но дальше слов дело не пошло. Официальные заявления последовали от Госдепартамента США, Европейской комиссии и ООН. Все они осудили действия турецких властей и призвали Анкару соблюдать демократические принципы. Однако, как и в прошлые годы, реакция международного сообщества осталась формальной. Ни США, ни ЕС не предприняли реальных шагов для оказания давления на турецкое правительство. Почему Запад не может надавить на Турцию? Турция занимает ключевое стратегическое положение между Европой, Ближним Востоком и Россией.
Любые жесткие санкции или дипломатическое давление могут спровоцировать цепочку последствий, которых Запад хочет избежать. Главный фактор – миграционное соглашение между ЕС и Турцией. Анкара удерживает на своей территории более 3,5 миллионов беженцев, предотвращая их наплыв в Европу. Любая дестабилизация отношений может привести к тому, что Эрдоган откроет границы, спровоцировав новый кризис. Кроме того, Турция остается важным членом НАТО. Несмотря на напряженные отношения с Западом, Анкара играет роль ключевого военного партнера, контролируя проливы Босфор и Дарданеллы. Эрдоган также активно использует баланс между Западом, Россией и Китаем. Он торгуется с США и ЕС, при этом не раз демонстрируя готовность сблизиться с Москвой и Пекином, если давление на Турцию усилится. Экономические интересы важнее демократии. Несмотря на осуждение ареста Имамоглу, экономическое сотрудничество между Западом и Турцией не прекращается. Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Анкары, а Германия и Великобритания продолжают поставлять технологии и военное оборудование. Американские и европейские компании активно инвестируют в турецкую экономику. Запад не хочет терять доступ к турецкому рынку, транспортным коридорам и энергетическим проектам. Эрдоган отлично понимает, что реальных санкций не будет. Он уже не раз демонстрировал, что может позволить себе игнорировать критику Запада, не опасаясь серьезных последствий. Будут ли санкции? Некоторые европейские страны предложили ввести санкции против Турции. Франция и Нидерланды обсуждают заморозку активов турецких чиновников, но пока этот вопрос не получил широкой поддержки в ЕС. Правозащитные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, требуют жестких мер, включая запрет на продажу оружия Турции и ограничение экономического сотрудничества. Однако крупные державы, такие как Германия, США и Великобритания, не торопятся с резкими шагами. Их политика сводится к заявлениям, но не к реальным действиям. Что дальше? Турция продолжает двигаться в сторону авторитаризма, и международное сообщество вряд ли сможет этому помешать. Без жестких санкций и реального давления Эрдоган сможет удерживать власть, не опасаясь последствий. Остается главный вопрос, выдержит ли турецкое общество такое давление, или волна протестов перерастет в нечто большее.